Всем привет, меня зовут Снежа, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю преображение себя, но для того, чтобы мне преобразиться, мне надо покрасить мой новый парик. Это будет такой нежный образ, я надеюсь, что он получится нежным, и если что-то пойдет не так, вы в любом случае узнаете самыми первыми, поэтому не переключайте и не перематывайте видеоролик, чтобы увидеть, как все будет происходить. Сегодня я буду красить эти прекрасные белые волосы, которые мне даже очень жалко красить, потому что они такие светлые. Ну, нет, я как бы уже неделю себя морально подготавливала, что я буду красить тебя, мой паричок. И делать я это буду красителем Ира. И это будет очень стойкий цвет, который, знаете что? Он еще и светится в неоне. Я буду просто супер диско-пати в одиночестве, потому что как бы сейчас больше как бы ничего не проводят, никаких мероприятий. Но зато у меня есть неоновые лампы, и нельзя упускать возможность повеселиться в студии. Как минимум, у меня есть Никита и Катрин, чтобы мы могли все вместе танцевать в неоне. Это мой... я не смогу. Давай попробуем. Я не уверена, что... Будь увереннее. Господи, какой сервис? Я не могу. Ребята, это, наверное, по счету уже раз, два, пятый парик в моей коллекции. Если что, этот парик был взят в магазине Kawaii Cat. Если вдруг вам нужен паричок, вы знаете, куда обращаться. Я его предварительно помыла, и, как вы видите, на нем очень превосходная, прелестная укладка. Я сейчас разведу краситель, разделю голову на зоны. Сегодня я буду использовать краситель Ира в цвете пинк. Это один из самых стойких оттенков в данной линейке, и я буду разбавлять его с бесцветной основой, чтобы сделать оттенок более пастельным. Если у красителя есть перспектива к застреванию, даже если вы сильно его разбавляете, он все равно очень долго будет держаться на волосах. Поэтому будьте внимательны перед тем, как совершаете покупку, и смотрите мои тесты на обзоры красителей, чтобы не столкнуться с ситуацией, что какой-то цвет застрянет в ваших волосах навсегда. Этот розовый — это как раз та ситуация, когда цвет должен быть супер стойкий на долгий промежуток времени. Так как я буду красить волосы практически в один цвет, ну, здесь, возможно, корни будут чуть-чуть потемнее, чем длина, я не вижу смысла здесь делать какое-то суперсложное разделение. Я разделила голову, получается, центральный пробор от уха до уха, височно-боковые зоны вместе с теменной я заколола зажимами, и, соответственно, так как у меня нету специального оборудования для того, чтобы закрепить манекен голову, у меня нет специального оборудования, чтобы парик закрепить на специальную голову. Я просто видела такие в интернете, и я, получается, этот парик закрепила гвоздиками к манекен голове. Короче, у манекена теперь пирсинг. Я беру мэш-пластину и изолирую теменную зону, чтобы прокрасить зону макушки. После того, когда я прокрашу весь затылок, я перейду к зоне у лица. Я буду двигаться диагональными проборами. Я сейчас вот эту часть тоже изолирую, чтобы не испачкать ее. И получается, что я буду двигаться диагональными проборами, и они будут постепенно уходить в горизонталь. И, соответственно, с другой стороны будет то же самое. Понятненько? Пойду возьму мэш-пластинку. Я накончила за... Нет, это нельзя говорить. Докончала, я хотела сказать, извините. Я закончила нанесение. Вот слушай, а как это называется? Смотри, у меня это часто бывает. Когда типа закончила нанесение, я накончила занесение. Как это происходит? Я закончила нанесение корней. Смотрите, что сейчас будет. Я возьму эти прекрасные волосы и сниму этот парик с манекен головы. Возьму, налью сюда теплую воду. И я хочу сделать так, чтобы у меня на длине был супер пастельный розовый цвет. Соответственно, я сейчас все буду промывать в теплой воде, и чтобы вот та вода, которая потечет от этих корней, немного затонировала вот эту длину. То есть это такой достаточно быстрый экспресс-способ сделать плавный переход. Ха! Ой-ой, так это было опасно, так лучше не делать. Как бы так бы сделать? Я могу пожалеть об этом. Ну и ладно. Ребята, это плохая идея. Я пойду в мойке его помою.
его мой. Короче, у меня вот такой вариант получился после мытья. Так как краситель на прикорневой зоне разбавлен с бесцветной основой, во время мытья он подтек на длину. Это нормальная ситуация. Здесь такой эффект мне и был нужен. Если вам такой эффект не нужен, вам нужно еще сильнее разбавлять краситель с бесцветной основой, чтобы он потерял свою способность к текучести. Соответственно, я бы хотела сделать длину еще более интенсивной, поэтому я беру емкость с водой. Я сейчас возьму краситель и добавлю его в шейкер. Собью вот все это дело и вылью эту водичку цветную вот сюда. И уже в воде будут тонировать эти волосы. Время выдержки здесь нету. То есть я просто буду тонировать все это моментально, и краситель будет очень быстро впитываться в эти волосы. Когда вы взбиваете краситель в шейкере, вам необходимо убедиться в том, что краситель очень равномерно взбился. И вы можете это проверить на полотенце либо на руке. Главное, чтобы у вас не было никаких комочков, потому что если вы вот эту вот всю жижу выдавите в чашу, и у вас будут такие комки, у вас окрашивание получится неравномерным. Поэтому обязательно предварительно краситель взбейте и потом уже его размешивайте с большим количеством воды. Если вы возьмете краситель и попытаетесь его размешать в большой емкости, у вас не получится это сделать, потому что нужно его просто предварительно взбить. Это очень важный нюанс. Я закончила окрашивание. Я сделала так, чтобы не такой контрастный был переход от корней до кончиков. Я сейчас сделаю небольшую укладку. Ну как укладку? Мы просто высушим этот парик. Я его заплету так же, как он был заплетен. Ну, короче, косички хочу сделать. И покажу, как я креплю парик, потому что я сегодня приобрела, вернее, я не приобрела сегодня, я приобрела специальные ленты для того, чтобы закрепить парик. Это будет мой первый опыт. Даже будет любопытно посмотреть, насколько это удобнее будет сделать со специальной клейкой ленты. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в мокром виде цвет значительно темнее, чем когда волосы будут сухие. То есть, соответственно, цвет должен быть буквально на 1,5 тона светлее, чем сейчас. Вот как раз посмотрим. Ну что, наступил тот самый момент, когда нужно закрепить парик. Я тот человек, который не может пока что делать это супер профессионально, поэтому давайте мы просто посмотрим, что из этого получится. Так как у меня нет шапочки, мне с ней неудобно, у меня есть невидимки, есть специальный клей для закрепления парика на мое прекрасное лицо, и есть, естественно, парик, сетку которой я сильно не обрезала, поэтому не факт, что получится хорошо, но давайте просто будем пробовать. Я беру невидимки, это же невидимки, это шпильки. О господи, я беру невидимки. Так, сейчас заколю челочку, насколько это возможно, по-дурацки, по-дебильному. Кстати, вы обратили внимание на то, какие у меня длинные корни? Те, у кого длиннее корни, сейчас сделали лицо, типа из разряда, Никита, например, сделала то самое лицо. Я, кстати, скоро буду краситься. Пиши в комментариях, как вы думаете, какой следующий цвет волос у меня будет. У меня есть краевая линия роста волос, как вы видите, она очень выразительная. Давайте я не буду ее сбривать сегодня, хорошо? Смотрите, у меня есть два варианта ленты. У меня есть лента широкая лента, и у меня есть узкая лента. Мне кажется, что удобнее с узкой, поэтому давайте я просто возьму узкую ленту и подумаю, как это можно сделать. Значит, есть у нас краевая линия роста волос у парика, вот здесь, по краевой линии роста волос. Либо я приклею к парику, а потом буду приклеивать к голове. Либо я сначала приклею к голове, а потом приклею парик. Наверное, удобнее приклеить к голове, а потом приклеить парик. Ну, мы будем пробовать, что поделать. Смотрите, вот лента. Я ее сейчас отрежу. Наверное, по частям буду отрезать. Господи. У меня такая низкая краевая линия роста волос. Это не так просто. Я поняла. Так вот. Ну, короче, видите, какая у меня низкая краевая линия роста волос? Поэтому мне надо виски сбривать. Как приятно отдирать скотч от волосиков, которые мы привели. Ай, да, это...
Ауч. Так, хорошо, смотрите, я приклеила. Вот это, с этой стороны как-то все очень... Я не знаю, я смогу это снять или нет. Но давайте мы просто представим, что я смогу это сделать. Так, сейчас, значит, если я беру и прилепляю вот это вот так, вот это вот так. Видите, у меня очень близко. Это вот о чем говорит? О том, что кто-то очень волосат. Что ты ржешь? Ну, близко краевая. Ну и что поделать? Похоже на судью. Ну, я обрежу, честно. Может быть, сейчас обрезать? Потом уберу. Если кто-нибудь понимает, как правильно все это делать, напишите в комментариях, насколько сильно я сделала все плохо. Блин, как же мне любопытно, смогу я потом это все снять или нет. Пожалуйста. Мне кажется, знаешь, прошло 2 месяца. Так, у меня получилось. Нет, эта лента не пошла туда, куда надо. Я вообще не представляю, как с широкой лентой, с широкой штукой, как это делать широкой штукой. Ну, пожалуйста, давай. О! Пошла. Так. Кто мне там сказал, что это самый удобный способ? Надеюсь, ты смотришь это видео. У меня еще такое ощущение, что я клею себе канцелярский скотч на лицо. Сейчас у меня все мелкие волосюшки прилипнут к этому скотчу, конечно же. Ну, наверное, скотч этой фиксации не самый подходящий. Но у меня есть суперсильная фиксация здесь. Не знаю, какой-то он не держится. Я в следующий раз попробую другой скотч, честное слово. Вот, кстати, мой следующий раз будет уже в Инстаграм, поэтому подписывайтесь обязательно на мой Инстаграм, чтобы не пропустить, как я буду клеить на другой скотч. Нет, это немножко не то, что... Мне не нравится, как оно выглядит, потому что надо более четко, чтобы она прилипла к зоне лба, потому что она не держится. Я думаю, что для съемки, для понимания того, как выглядит розовый парик, этого достаточно. Поэтому давайте я просто распущу свои косички и избавлюсь от лишних вот этих волос. Я кое-как справилась с тем, чтобы сделать хоть что-нибудь, что меня более-менее устраивает в плане внешнего вида в зеркале, но я потом посмотрю этот видеоролик и буду думать о том, что вообще-то могла бы и получше закрепить парик и что-нибудь сделать. Я не знаю насчет того, идет ли мне розовый цвет, но я знаю точно, что этот розовый мне нравится как минимум тем, что как он выглядит. Как вы видите, цвет на длине получился очень пастельный. На прикорневой зоне он очень интенсивный. И, кстати, нам надо будет посмотреть, свечусь ли я в неоне. Я хотела бы напомнить вам о том, что я красила парик красителем Ира. Вот он. Это цвет пинк. Это супер стойкий оттенок розового. Если вам нужен розовый на все лето, осень, зиму, пожалуйста, вы можете теперь знать, что вам необходимо приобрести. Ну что, я хочу переодеться, выйти на улицу и показать вам весь мой нежный образ, потому что это не тот конечный результат, с которым я хотела выйти на улицу. И давайте я уже переоденусь и покажу вам свое преображение. Ну что, я переоделась? Я могу сказать, что сегодня жарко даже для этого наряда. И я с этими колготками, они просто типа на мои потные ноги кое-как налезли, потому что сегодня очень жарко, и я могу сказать, что мне не нравится быть в колготках в такую жару, поэтому давайте-ка мы быстренько пройдем на улицу и сделаем пару красивых кадров. Всем спасибо за просмотр, и, кстати, в описании к этому видео есть информация, где можно приобрести краситель, и этот краситель могут купить все желающие. Вы можете быть просто человеком, который хочет экспериментировать над своим цветом, и заказать его прямо сейчас. Пуська, муська, мунуська. Всем пока!